Джин Ву – уродливый, отвратительный неудачник, у которого ничего нет в жизни. Его отец пошел купить молока, а его мать в коме. Из-за этого он остается никчемным парнем, который готов на все, чтобы прокормить свою младшую сестру. 10 лет назад по всей планете появились огромные врата, выпустившие нескольких монстров. У человечества не было шансов дать отпор, так как оружие не наносило никакого урона. Однако некоторые люди пробудили в себе некоторые способности и стали известны как охотники. Охотники классифицируются в зависимости от их магической силы от ранга И до ранга С. И поскольку они не могут повышать свой уровень, они могут стать сильнее, только приобретя лучшее снаряжение. До сих пор люди расчищают врата, называемые подземельями, чтобы получить магические кристаллы, которые можно выгодно продать. Затем мы видим, как Цзин прибывает в подземелье, где все его приветствуют. Заметив это, один из охотников спрашивает Кима, является ли Джин Ву сильным человеком. Тем не менее, Ким отвечает, что Джин Ву известен как самый слабый охотник из всего человечества, который однажды попал в больницу во время рейда в самое слабое подземелье. Во время прогулки Джин Ву слышит голос Чжу Хи, спрашивающий, почему он весь в бинтах. Джин Ву объясняет ей, что он был ранен во время своего последнего рейда, в основном потому, что в отряде не было целителя. Чжу он жалуется, что это безрассудно, но Джин Ву признает, что это его вина, потому что он слаб. Их вызывают, так как рейд вот-вот начнется, и Сонг и опытный охотник обещают возглавить отряд. Когда Джин Ву собирается войти в ворота, он достает свой нож Иранга. Это единственное снаряжение, которое он может себе позволить, но тем не менее сегодня он выложится по полной и войдет в подземелье. Оказавшись внутри, Джин Ву удается победить гоблина и получить его кристалл. Внезапно гоблин нападает на него, но ему удается отразить атаку. Гоблин продолжает атаковать, но он уклоняется от всего. Он пытается атаковать, однако когда он это делает, его мусорный нож ломается, позволяя гоблину нанести ему удар. Другой охотник приходит, чтобы победить гоблина, а Чжухи исцеляет Джин Ву. Несколько минут спустя группе удается победить босса подземелья, но Джин Ву снова исцеляется. Он был единственным человеком, который получил травму на этой вечеринке. Она хочет знать, почему он так старается быть охотником, несмотря на свою слабость, но Джин Ву просто извиняется. Группа делится добычей, пока кто-нибудь не заметит поблизости другой вход. Все в замешательстве, но Сонг рассказывает, что иногда подземелья бывают двойными. Они решают исследовать их, несмотря на то, что это противоречит правилам. В такой ситуации им обычно следует обратиться в ассоциацию охотников, однако это будет означать, что они потеряют все дропы. Поскольку это ворота ранга D, они считают, что все должно быть в порядке и решают проголосовать, стоит ли им попробовать второго босса или нет. Голосование завершилось в ничью, и Чжухи был одним из 6, кто сказал нет. Последний голос принадлежит Джин Ву, 13-му члену партии. Джин Ву знает, что это подземелье опасно для него, но ему нужны деньги. Он хочет отправить свою младшую сестру учиться в колледж, а также должен оплатить лечение своей матери. Поэтому, чтобы защитить свою семью, он голосует за. Приняв это решение, группа отправляется исследовать подземелье. Чжухи использует это время, чтобы пожаловаться на свое желание умереть, и заигрывает с ним, заставляя пообещать пригласить ее на ужин. Затем группа подходит к большой двери, которая приводит всех в замешательство, потому что в комнатах босса нет дверей. Они думают, что это странно, но поскольку все они жадные, они решают войти. По всей комнате начинают зажигаться факелы. Группа видит несколько статуй, стоящих по периметру комнаты, и Джин Ву замечает еще одну, сидящую на чем-то похожем на трон. Джин Ву думает, что эта статуя больше, но группа начинает говорить о том, что они чувствуют, будто за ними наблюдают. Затем они замечают нечто странное. В комнате нет монстров. Затем Сонг замечает пол и видит то, что кажется магическим кругом. Ким окликает Сонга, упоминая, что там есть статуя, на которой что-то написано. Все подходят к статуе ангела и обращают внимание на надпись. Сонг читает ее вслух, упоминая, что это заповеди храма Картанан. Во-первых, они должны поклоняться Богу. Во-вторых, восхвалять Бога. В-третьих, верить в Бога, а те, кто не повинуется, должны умереть. Джиу Хэ выходит из себя и звонит Джин Ву, упоминая, что глаза гигантской статуи двигались и смотрели на них. Джин Ву говорит, что ей должно быть померещилось. Внезапно дверь закрывается, все сходят с ума, и кто-то пытается убежать к дверям. Он дотрагивается до двери, и вдруг статуя двигается и отрубает ему голову. Все начинают кричать, а Джин Ву впадает в отчаяние, думая, что парень, который только что умер, намного сильнее его. Он не понимает, почему этот монстр может находиться в подземелье Диранга. Затем Джин Ву смотрит на статую побольше, обращая внимание на каждую деталь, пока не замечает, что ее глаза поворачиваются и смотрят на него. Джин Ву начинает вспоминать моменты, когда он сталкивался с ситуациями жизни и смерти. Так как он был разорен и слаб, ему
ему приходилось искать лазейки, чтобы выжить. Он должен был наблюдать за всем в деталях, чтобы получить свой шанс. Вернувшись к реальности, Джин Ву кричит им, чтобы они пригнулись. Огромная статуя стреляет лазерным лучом из своих глаз, убивая нескольких охотников. К счастью, Джин Ву удалось спасти Джиу Хи, но она в панике от страха. Он оглядывается по сторонам, не понимая, что произошло и как они оказались в таком положении. Он знает, что они в ловушке и не могут выбраться. Сон подходит к Джин Ву и спрашивает, как Джин Ву узнал об этом, но тот отвечает, что просто почувствовал опасность. Затем Джин Ву замечает, что у Сонга отсутствует рука, но старик говорит, что все в порядке и просит его остановить кровотечение. Джин Ву накладывает повязки на руку Сонга, который рассказывает, что участвовал в нескольких рейдах Ви-ранга, но знает, что это место должно быть очень опасное. Подземелье С-ранга. Сонг говорит Джин Ву, что сражаться со статуей плохая идея, и они должны найти способ сбежать. Однако парень с поврежденным мозгом отказывается умирать вот так. Он только что подписал контракт с крупной гильдией и не умрет здесь. Парень начинает бежать вперед, упоминая, что он уверен, что он быстрее Флэша, но огромная статуя смотрит на него и уничтожает его. Все начинают паниковать, и Джин Ву удивляется, почему статуя до сих пор их не убила. Затем он вспоминает о заповедях и думает, что в этом подземелье есть какие-то особые правила. Он встает и замечает статую, готовящуюся к атаке. Он внезапно опускается на колени и замечает, что статуи останавливают атаку. Он приказывает всем встать на колени перед статуей, показывая, что пока их головы находятся ниже определенной высоты, статуя не будет атаковать. Вкратце, вот что означает первая заповедь. Все следят за его движениями, и глаза статуи отключаются. Они радуются, потому что статуя не нападает на них, но Джин Ву знает, что это еще не конец. Внезапно статуя встает и начинает двигаться вперед. Джин Ву упоминает, что им нужно следовать заповедям, а теперь они должны вознести хвалу Богу. Какой-то случайный парень выходит вперед, заявляет, что он знает, как славить Бога, и начинает молиться. Однако Джин Ву понимает, что этот парень молится не тому Богу. Статуя улыбается и наступает на него. Все впадают в панику и бросаются бежать, но статуя начинает преследовать всех подряд. Один из парней подбегает к статуе, но статуя двигается и разрезает его пополам. Джин Ву бежит рядом с Джухи и оглядывается по сторонам. Он замечает несколько статуй с музыкальными инструментами и говорит всем подойти к одной из этих статуй. Статуя начинает играть на инструменте, и они чувствуют облегчение, потому что их пощадили. Джин Ву и Джухи удается дотянуться до статуи, но она не играет. Играть можно только в том случае, если рядом с ней находится только один человек. Он начинает убегать в поисках следующей статуи, но огромная статуя начинает преследовать его. Она чуть не наступает на него, но ему удается увернуться и перекатиться к другой статуе. У этой статуи есть щит, который также пытается убить его. Джин Ву удается избежать смертельных повреждений и переползти к следующей статуе. Огромная статуя все еще идет за ним и готовится наступить на него. Внезапно статуя, к которой подползал Джин Ву, начала петь. Огромная статуя садится на свой трон, и Джухи проверяет, как там Джин Ву, но, посмотрев вниз, замечает, что он потерял ногу. Она пытается исцелить его со всей своей силой, но в итоге тратит слишком много своей силы и начинает кашлять кровью. Группа начинает обвинять Сонга в этой ситуации. Сонг приносит извинения за то, что вынудил их принять решение, и решает взять всю ответственность на себя. Внезапно посреди комнаты появляется алтарь. Все в замешательстве, но Джин Ву говорит, что это последняя заповедь – верить в Бога. Один из участников, проголосовавших «за», хватает свой меч и указывает на Сонга, упоминая, что им нужна жертва. Поскольку Сонг заявил, что возьмет на себя ответственность, он решает смириться со своей судьбой и направляется к алтарю. Внезапно появляется пламя. Джин Ву растерян и спрашивает, могут ли они отвести его к алтарю, чтобы он мог это проверить. Когда все трое приближаются к алтарю, появляются еще 3 огня. Джин Ву думает, что если они потерпят неудачу здесь, то эта огромная статуя ворвется в их мир. Тем временем Джина отправляется в больницу навестить свою мать, как она делает это каждый день. Она рассказывает о своем дне и планах на будущее. Вернувшись в подземелье, Джин Ву говорит Джухи и остальным подойти к алтарю. Появляется еще больше пламени, и вокруг него появляется новое кольцо синего пламени. Дверь подземелья внезапно открывается, и одно из синих огней исчезает. Статуи начинают двигаться вперед, заставляя всех волноваться. Джин Ву оглядывается по сторонам и замечает, что статуи не двигаются, если на них смотреть. Все следуют его указаниям, и статуи перестают двигаться. Однако некоторые участники начинают убегать из круга. Одно из обычных огней погасло, но ей удалось покинуть комнату. Однако дверь начинает закрываться. Джин Ву думает, что это ловушка.
потому что последняя заповедь – верить в Бога. Дверь предназначена только для того, чтобы проверить веру каждого в статую. Однако другой парень отбрасывает Джинву в сторону и бежит к двери. Все больше людей подумывают о том, чтобы уйти, но Джинву объясняет, что если погасить голубое пламя, то все смогут спастись. Внезапно один парень благодарит Джинву за то, что он позволил им выжить, но он начинает плакать и извиняется, прежде чем убежать. Джинву начинает плакать и спрашивать, почему они его предали. Сон приказывает Чжухи и Джинву бежать, а сам остается позади. Однако ноги Чжухи подкашиваются, а Джинву сердито кричит, что у него нет ступни, поэтому он не может ей помочь. Она начинает жаловаться, но Сон вырубает ее, потому что у них заканчивается время. Затем Сон выносит Чжухи за дверь. Джинву замечает меч на земле и поднимает его, обещая, что возьмет одну из статуэток, чтобы она стала его лучшим другом в аду. Статуи нападают на него, в результате чего он теряет одну руку, за чем следует еще несколько атак. Он кричит от боли, упоминая, что тоже хотел бы стать сильнее, но не может. После нескольких атак он едва жив, но отказывается сдаваться. Статуи вонзаются ему в плечо, и он вспоминает тех, кто только что предал его, пытаясь оправдать это упоминанием своей семьи. Это все эгоизм, потому что у него тоже есть семья, к которой он хочет вернуться и заботиться о ней. В конце концов, статуя бросает его на алтарь, готовясь к последнему нападению. Он плачет, когда статуя собирается разрезать его на куски и гаснет последнее голубое пламя. Появляется системное сообщение с вопросом, хочет ли он стать игроком, и он говорит «да». Появляется еще один экран, на котором Джинву поздравляется с тем, что он стал игроком. Внезапно он просыпается в больнице в состоянии шока. Он замечает, что у него все еще есть рука, и откидывает одеяло, чтобы проверить, на месте ли его нога. После подтверждения он думает, что его ударили ножом в грудь, но на нем нет никаких следов. Он думал, что все это было сном, пока кто-то не постучал в дверь. Парень был впечатлен тем, что Джинву проснулся и представился у Джин Чхоль, менеджер группы наблюдения Ассоциации охотников. Джинву недоумевает, чего они от него хотят. Но Джин Чхоль первый просит своего напарника привести сюда доктора. Именно тогда Джинву узнает, что он был без сознания последние 3 дня. Он спрашивает о Чжухи и Санге, но парень подтверждает, что с ними все в порядке, несмотря на то, что Сонг потерял руку. В результате он будет вынужден уйти с работы охотником. Чжухи, с другой стороны, все еще травмированы и нуждается в психиатрической помощи. В ее случае она, скорее всего, не будет продолжать работать охотником. Джинву думает обо всем, что произошло, и Джин Чхоль упоминает, что только 6 человек выжили в том подземелье. Он говорит, что работа охотника опасна, но все равно редко можно увидеть такой исход. Однако он упоминает, что было что-то странное. Гильдия Белых Тигров прибыла в подземелье после того, как ее предупредили сбежавшие парни. Однако они так и не увидели вторую комнату. Все, что они видели, это как Джинву рухнул на землю. Они провели расследование, но не нашли никаких свидетельств существования так называемого храма или статуй, которые все описывали. Джинву и Джин Чхоль считают, что это невероятно. Однако все выжившие говорили то же самое, и они нашли тела тех, кто умер. Таким образом, Ассоциация охотников не может подозревать остальных членов группы в том, что они убили всех. Джин Чуль, однако, говорит, что они подозревают Джинву во втором пробуждении. Джинву потрясен, услышав эти слова, и вспоминает все, чему его учили. Сила охотника определяется, когда он пробуждает свою силу, и никогда не меняется. Однако есть несколько редких случаев, когда охотник проходит через второе пробуждение. Некоторые из них поднялись с низших рангов до А или даже до его ранга. Джинву пытается скрыть свое волнение по поводу такой возможности. Затем они достают устройство, чтобы измерить его силу, и говорят ему положить на него руку. Джинву улыбается, думая, что сегодня его счастливый день, и протягивает руку. Джин Чхоль, однако, думает, что Джинву не смог бы выжить в описанном подземелье, потому что он слаб. И поскольку нет никаких свидетельств присутствия монстров, он думает, что Джинву получил либо ранг A, либо S. Тем не менее, его оценка большая. Жирная десятка. Джинву с нетерпением ждет результатов и того, какой ранг он получит сейчас. Джин Чхоль, однако, приносит извинения за ошибку, потому что Джинву все еще хуже, чем мусор. Они уходят, и ассистент Джин Чхоля упоминает, что каждый второй охотник ранга Е смог набрать 70 баллов или выше. Во время прогулки Джин Чхоль думает, что они не могут исследовать это подземелье, потому что оно исчезло. Но он все еще не понимает, как Джинву выжил. Тем временем Джинву сидит в своей комнате и жалеет себя. И все же он в замешательстве, потому что его так и не спросили о экране перед ним. На экране видно, что у него есть непрочитанные сообщения, и он думает, что он единственный, кто может это видеть. Он нажимает на экран, но тот никак не реагирует. Он вдруг вспоминает, что когда он был на грани смерти, на экране было показано, что он выполнил секретное задание мужества героя. На этой неделе. Внезапно в комнату входит Джина и начинает ругать его. Она говорит ему, чтобы он заботился о себе, потому что это
заставляет ее волноваться. Он извиняется, а она жалуется, упоминая, что он всегда попадает в больницу, в то время как с остальными все в порядке. Он смотрит на нее и не может поверить, что был готов оставить ее здесь. Он улыбается ей, но она снова жалуется. Если это повторится, она бросит школу и найдет работу, чтобы он мог перестать быть охотником. Он снова извиняется и спрашивает, может ли она видеть экран Windows. Она в замешательстве спрашивает, о чем он говорит. Он извиняется и спрашивает ее об играх. Он хочет знать, как он может читать непрочитанные сообщения, но она думает, что он сумасшедший, и ему нужно пройти еще одно медицинское обследование. Он отвечает, что раньше она играла во множество игр, и она сдается, отвечая, что он сможет прочитать это, открыв свое окно сообщений. Он повторяет эти слова, и сообщения открываются. Он замечает, что у него появилось ежедневное задание под названием «Силовая тренировка». Он немного задумывается и вспоминает, что слово «игрок» упоминалось ранее. Джинна в конце концов сдается и уходит. Тем временем Джин Ву начинает читать все об этой системе. Короче говоря, она была создана для того, чтобы помочь ему развиваться. Однако, если он не будет следовать системе, то получит штраф. Затем он увидит экран с сообщением о получении награды и растеряется. Затем он принимает ежедневное задание и замечает, что станет лысым, как Сайтама. Он должен сделать 100 отжиманий, приседаний, а затем пробежать 10 километров. Если он не выполнит их, он будет наказан. Джин Ву смеется, упоминая, что он в больнице, поэтому это невозможно сделать, и ложится вздремнуть. Тем временем Джин Чол сидит в машине и говорит своему боссу по телефону, что Джин Ву все еще дрянь. Босс, по крайней мере, доволен тем, что монстры не покинули подземелье и начали бродить по улицам. Однако это все еще довольно запутанно. Джин Чуль подтверждает, что это странно, и они решили отметить этот случай как нечто особенное, что будет пересмотрено в будущем. Тем временем в другом здании гильдии лидер гильдии говорит своему сильнейшему члену Ча принять участие в подземелье Би-ранга в качестве инструктора. Она смущена, потому что у нее такой же ранг, но он объясняет, что рейд будет тестом и практической тренировкой для их новых рекрутов. Тем не менее, она все еще сомневается в ее способностях как наставника. Лидер отвечает, что ей просто нужно победить монстров, как обычно, и все будут учиться, наблюдая за происходящим. Она колеблется, но парень упоминает, что их гильдия входит в 5 лучших в стране, но на международном уровне их не видно. Он знает, что их рейтинг не может улучшиться, но их командная работа может это сделать. Несколько часов спустя посреди дороги внезапно появляются ворота. Военные разбираются со всей ситуацией, в то время как все гадают, когда же появятся охотники. Вернувшись в больницу, Джин Ву все еще спит. Таймер ежедневного задания останавливается и предупреждает, что он провалился. Внезапно земля начинает трястись, и Джин Ву просыпается. Все заканчивается тем, что он падает со своей кровати, но когда он открывает глаза, то видит себя посреди пустыни. Он не понимает, что происходит, и думает, что это всего лишь сон. Однако на него смотрит гигантская пустынная сороконожка. Затем появляется системное окно Windows и сообщает ему, что он должен выжить в течение следующих 4 часов. Джин Ву в шоке и начинает убегать. Тем временем медсестры проверяют его палату и замечают, что она пуста. Джин Ву изо всех сил старается убежать и закричать от этой огромной многоножки, но появляется все больше и больше. Он бежит уже 2 часа. Медсестры ищут его, но так и не находят. К счастью, Джин Ву умудряется бегать целых 4 часа и возвращается в свою палату. Система предупреждает, что он выполнил штрафное задание, но он падает в обморок, не успев проверить награды. Затем медсестры снова входят в его палату и шокированы, увидев его. На следующий день Джин Ву наконец-то перестал быть ленивым неудачником и встал с кровати. Он сказал своей сестре по телефону, что его скоро выпишут. Повесив трубку, он встал и отправился на поиски. Несколько дней спустя Чжу Хи получила звонок с приглашением присоединиться к подземелью Ди-ранга. Она подумала о том, чтобы отказаться от этого предложения, и извинилась. Затем парень по телефону упомянул, что Джин Ву уже проснулся, и она решила навестить его. В больнице она услышала, как медсестры жалуются на то, что Джин Ву бегает и занимается физическими упражнениями. Они жалуются, что охотники должны выздоравливать быстрее, чем обычные люди, но они думают, что он сумасшедший, раз делает это. Чжу Хи выглядывает в окно и видит бегущего Джин Ву. Он делает небольшой перерыв и рассказывает об этой ситуации. Прошло уже 4 дня с тех пор, как появилась система Windows. Каждый раз, когда он выполняет задание, он получает 3 вида наград. Он полностью восстанавливается и возвращается к нормальной жизни, как будто никогда не тренировался. Вторая награда – это 3 очка, которые он может распределить на любую способность, которую пожелает. Он добавляет их к своей силе и начинает чувствовать себя сильнее. Затем он говорит о том, что у него есть экраны умения и инвентаря, однако он все еще думает, что это довольно странно. Он думает, что это просто игра, но все вокруг думают, что он сумасшедший. Вернувшись в свою комнату, Джин Ву решает открыть свою последнюю награду – коробку со случайной добычей. На этот раз у
него есть ключ. Он в замешательстве, потому что у него всегда есть что-то вроде ручек или бинтов. После проверки информации система показывает, что он может использовать ее для входа в подземелье в определенном месте. Его это смущает, но он думает, что это какое-то событие, которое поможет ему стать сильнее. Тем временем никто не совершал набегов на подземелье, которое появилось посреди дороги. В новостях сообщается, в каких местах появились новые ворота, поэтому всем следует ожидать задержек на дорогах. Джин Ву использует это время, чтобы навестить свою мать в другой больнице. 4 года назад она внезапно упала в обморок прямо у него на глазах. Оказывается, теперь она страдает от болезни вечного сна. Это новая болезнь, которая появилась, когда в мире появились врата подземелья, и она поражает только одного из каждых 10 человек. Но если вкратце, то это происходит только тогда, когда человек подвергается воздействию маны несколько раз и нет никакого лечения. Джин Ву возвращается в свою комнату, чтобы отжаться, вспоминая, как он пытался найти нормальную работу. Он был медлительным и слабым, но внезапно ему стало легче. Оказывается, он только что проснулся охотником. Он думал, что это был его счастливый день, потому что он смог спуститься в подземелье и оплатить жизнеобеспечение своей матери. Его сестра считала, что это опасно, но он сказал ей доверять ему. Но в конце концов даже самые слабые гоблины смогли победить его. Всем пришлось спасать его и жаловаться на его навыки. Они даже сказали, что если он не поможет рейду, то его доля будет уменьшена. Однако Джин Ву просто улыбнулся и извинился. Но теперь, если он вложит все свои способности в силу, он сможет стать сильнее. Он решает проверить мгновенный ключ от подземелья и отправляется на станцию. Он уверен в своем снаряжении и в том, что сможет убежать, если понадобится. Затем он достает ключ, и внезапно появляется замок. Он вставляет его, и из ниоткуда появляется подземелье. Он входит в этот портал и видит системное предупреждение. Внезапно выход из подземелья блокируется. Затем Джин Ву видит, как обычные люди покидают станцию, и понимает, что это отдельное измерение. Он думает, что это подземелье что-то вроде красных ворот. Он думает, что здесь полный бардак, потому что он не может убежать, но система объясняет, что он может уйти, только победив босса или используя камень телепортации. Он в замешательстве, но он знает, что должен пройти это подземелье. Он все еще сомневается в себе, ведь он не смог победить даже самых слабых монстров. Как бы он смог в одиночку совершить набег на это подземелье? Он смотрит на свой нож и понимает, что у него нет выбора. Он спускается по лестнице и осматривает подземелье. Внезапно перед ним появляются 3 гоблина. Он напуган и вспоминает, что в последний раз, когда он встретил гоблина, его ударили ножом. Монстры нападают, но ему удается увернуться и убежать. Он все еще полный нуб, когда дело доходит до драки, и его чуть не удалили. Он умудряется кувыркаться, как бог Дага, и избегать следующего удара. Затем он бросается вперед и наносит гоблину удар ножом. 2 других пытаются напасть на него сзади, но он уворачивается и убивает их обоих. Он понимает, что стал сильнее, но за его спиной появляется волк. Волк бросается на него, а он пытается блокировать удар. Однако его дешевый нож для масла снова ломается. Он замечает, что у волка есть челюсти для еды, и понимает, что это намного сильнее, чем у гоблинов. Он хочет убежать, но у него дрожат ноги. Он начинает волноваться и думает, что получил травму в последнем подземелье. Волк бросается на него и умудряется расцарапать ему лицо. Джин Ву понимает, что у него нет целителя, и если он умрет здесь, то ему конец. Затем волк снова начинает бежать и бросается на него. Лишайник набрасывается на Джин Ву, но тот увертывается, демонстрируя впечатляющие акробатические трюки. Он замечает, что его тело стало намного легче, чем обычно. Он легко встает на ноги и решает преодолеть свой страх и не упускать свой шанс на вторую жизнь. Он бросается на лишайник и наносит мощный удар, который отправляет его в полет. Джин Ву замечает, что его земля дымится от удара. Он задается вопросом, не является ли это результатом увеличения его силы. Лишайник поднимается на ноги, и Джин Ву понимает, что он все еще намного сильнее его. Лишайник снова бросается на него, и Джин Ву наносит ответные удары, но на этот раз они неэффективны. У него нет другого выбора, кроме как уклоняться в сторону, чтобы избежать атаки лишайника. Джин Ву понимает, что ему понадобится помощь, чтобы победить лишайник. Так как у него нет с собой друзей, он решает воспользоваться имеющимися в его распоряжении ресурсами. Он пытается убежать, но лишайник вцепляется ему в голень. Он прыгает, чтобы создать пространство между ними, но он знает, что так продолжаться не может. Он хотел бы, чтобы у него было какое-нибудь волшебное оружие, которое можно было бы использовать против лишайника. Тогда он вспоминает о своем секретном инвентаре. Он открывает его и достает волшебный меч, и когда лишайник снова бросается на него, он аккуратно разрубает его надвое. Появляется экран уведомления о том, что он победил лишайника и повысил свой уровень. Джин Ву задается вопросом, как меч попал в его инвентарь, ведь он стоит кучу денег,
которые, как он знает, ему не по карману, но он решает не беспокоиться об этом. Его раны заживают, и он понимает, что его тело больше не болит. Появляются еще 2 лишайника с остальными клыками, но Джин Ву это не беспокоит, потому что теперь у него есть оружие, чтобы победить их. Он пытается поднять меч с того места, где он был воткнут в землю, но не может. Джин Ву начинает паниковать, когда лишайники подступают еще ближе. Он отчаянно просит, чтобы меч вышел из земли, и тянет его еще раз, чтобы вытащить. Лишайники уже бросаются на него, но он вовремя взмахивает мечом, чтобы достать одного из них. Он замахивается на остальных, но тот хватает его своими неподвижными клыками. Джин Ву не хочет, чтобы лишайник повредил его меч после того, что ему потребовалось, чтобы достать его. Он пинает лишайник сбоку, чтобы тот ослабил хватку, и побеждает лишайника. Из ниоткуда появляется еще один лишайник, но Джин Ву это нисколько не беспокоит, потому что эти лишайники – ничто по сравнению с монстрами, с которыми он столкнулся в секретной комнате. Джин Ву сталкивается с лишайником лицом к лицу, но тот поворачивается и убегает, поджав хвост. Джин Ву решает прислониться к стене. Он понимает, что достиг 2-го уровня после того, как вступил в настоящий бой. Он никогда не повышал свой уровень, когда выполнял ежедневные задания. Его раны заживают, и он замечает, что все его характеристики увеличились на 1 очко, составив в общей сложности 5 очков. Выполнение ежедневных заданий принесло ему всего 3 очка. Он задается вопросом, насколько увеличится его сила с каждым очком, добавленным к его характеристикам. Он не знает, как были определены его показатели интеллекта и восприятия, но он знает, насколько увеличивается его сила с каждым добавленным очком. Он предполагает, что сможет набрать больше очков, чем выше будет его базовая способность по этому показателю. Он понимает, что на самом деле может стать сильнее, но он не хочет увлекаться победой над 5 маленькими монстрами. Он встает, чтобы проверить, нет ли магических камней на телах лишайников. Ему приходит уведомление о том, что он получил предмет вместо магического камня, и он достает предмет, который является волчьим клыком. Джин Ву задается вопросом, будет ли зверь, с которым он столкнется в этом подземелье, отличаться от колена в реальности, поскольку все это, похоже, контролируется игровой системой. Появляется экран магазина, и Джин Ву пытается что-то купить, но игровая система сообщает ему, что новые игроки ничего не могут купить. Он решает продать клык и получает взамен 20 золотых монет. Он задается вопросом, каков был бы эквивалент этой суммы наличными. Он знает, что она не может стоить много, потому что он находится в подземелье с рейтингом Е. Он поднимает свой меч, размышляя, что же ему делать. Ему нужно победить босса подземелья или достать камень телепортации, чтобы выбраться, но он не знает, где находится ни то, ни другое. Он не уверен, что сможет победить босса подземелья в одиночку, но он думает, что у него есть шанс, если он продолжит повышать свой уровень. Он внезапно поднимает голову и видит целую стаю лишайников, прячущихся в тени. Лишайник, который убежал, вернулся, чтобы позвать остальных членов семьи, но Джин Ву больше не боится. Они бросаются на него, но он тоже бросается на них, бросая вызов. Он рубит их на куски, когда они пикируют на него. Один лишайник попал ему на спину, но он отмахивается от него. Теперь он окружен лишайниками и надеется насладиться битвой, надеясь, что лишайники не погибнут слишком легко. Его прошлое проносится перед глазами, и на его лице появляется улыбка. Он сражается со всеми лишайниками, радуясь возможности повысить свой уровень. Он повышает свой уровень по мере того, как уничтожает их, и в конце концов побеждает их всех, зарабатывая титул волка-убийцы. Джин Ву вспотел от усталости и понимает, что его меч почти сломан. Он понимает, что его оружие – это расходный материал, и со временем оно изнашивается, но он рад, что битва окончена. Он просматривает свой инвентарь, чтобы посмотреть на предметы, которые он получил в бою, и на то, что осталось от его предыдущего инвентаря. Он получает камень телепортации за завершение битвы. Он думал, что достать его будет намного сложнее, и он подумывает о том, чтобы покинуть подземелье, но он не знает, будет ли у него еще один шанс стать сильнее так же легко. Ему интересно, исчезнет ли подземелье как событие с ограниченным временем в игре, если он уйдет. Он говорит так, будто с ним играет высшая сущность, и у него нет возможности сбежать. Он решает оставить камень в своем инвентаре и продолжить путь вглубь подземелья. Чжу Хи звонят из ассоциации охотников, и она приносит извинения за свои предыдущие действия. Они сказали ей, что в подземелье неподалеку произошел прорыв, и им нужна ее помощь, потому что у них не хватает целителей. По мере того, как Джин Ву углубляется в подземелье, он побеждает нескольких новых зверей и повышает свой уровень, что облегчает победу над каждым новым зверем. Ему требуется некоторое время, чтобы отдышаться. Во время своих сражений он заметил, что цвет названий существ показывает, что он слабее, находится на том же уровне или сильнее их. Когда он столкнулся с первым лишайником, его название было красным, но названия появляющихся лишайников теперь окрашены в белый цвет. Джин Ву подходит к лестничному пролету и понимает, что не может победить монстра, ожидающего в конце лестницы. Он смотрит на свои характеристики и замечает, что его уровень уже некоторое время не повышается. Его меч тоже вот-вот разлетится на куски, но он решает спуститься по лестнице. Он добирается до конца лестницы и понимает, что это место больше не похоже на железнодорожную станцию. Он слышит какой-то шум и поворачивается к нему лицом. Он видит, что монстр приближается к нему на полной скорости, но не может среагировать
реагировать достаточно быстро. Монстр впечатывает его спиной в стену, и его меч ломается. Местный босс, который является водяной змеей, показывает себя, и Джин Ву смотрит на цвет их имен и понимает, что они одного уровня. Он смотрит на чешую змеи и понимает, что его меч был бы бесполезен против нее, но идти голыми руками было бы опасно. Еще хуже. Змея нападает на него, но он использует свой меч, чтобы отразить атаку змеи. Поскольку змея атакует так быстро и яростно, он решает сначала ослабить ее, но его меч почти ничего не может сделать против чешуи змеи. Змея возвращается для новой атаки, но Джин Ву уклоняется в сторону, но попадает в зону досягаемости змеиного хвоста. Змея бьет его своим хвостом, и он отлетает в воду. Змея бросается на него под водой, но он быстро выплывает в безопасное место. Змея не дает ему времени отдышаться и нападает на него, как только он выходит из воды, отправляя его в полет на большое расстояние. Когда он поднимается на ноги, он видит летящий на него поезд, и ему приходится убегать с дороги. Он думал, что он намного сильнее, но теперь, когда он столкнулся со змеей, он чувствует себя таким беспомощным. Он хватается за свой сломанный меч, размышляя, насколько же он должен стать сильнее, чтобы перестать быть объектом постоянных насмешек. Он вспоминает, как однажды Ган сказал ему, что все называют его самым слабым охотником, когда-либо известным человечеству. Ган сказал ему, чтобы он усердно работал и заставил их изменить свое мнение. Змея нападает на Джин Ву, отправляя его в полет. Джин Ву пытается восстановить равновесие, но змея не дает ему возможности выглядеть крутым. Она прижимает его к стене своим телом и давит до тех пор, пока стена не треснет. Джин Ву знает, что его прозвали так, потому что он был слабым и беспомощным. Он также знает, что тот, кто обладает подавляющей силой, останется побежденным, а слабый ничего не сможет сделать, кроме как стоять на месте, столкнувшись с сильным. На людей смотрят свысока, если они слабы, даже если они очень умны. Джин Ву больше не хочет быть нежным, он хочет стать сильным, и именно поэтому он отправился в подземелье. Он вскакивает как одержимый и хватает змею. Он пытается вскарабкаться по ее телу, но змея сбивает его с ног. Джин Ву встает на ноги и клянется не сдаваться, пока не окрепнет и его не окутает голубая аура. Его волосы начинают вставать дыбом, и змея атакует, но он снова блокирует ее, разрушая змеиную чешую. Ему кажется, что он отдает недостаточно сил, и он пытается приложить больше усилий. По сравнению с тем, когда он был лицом к лицу с Богом, змея была ничем. Змея снова атакует, и Джин Ву подпрыгивает в воздух и вонзает свой меч в щель на чешуе змеи. Змея пытается напасть на него снова, но он блокирует удар и рассекает бок змеи, чтобы еще больше повредить чешую. Он подпрыгивает в воздух, и змея использует эту возможность, чтобы открыть пасть и проглотить Джин Ву. Меч Джин Ву взлетает в воздух, но змея смотрит вниз и видит, что он держится за него. Джин Ву использует свою силу, чтобы раздавить чешую змеи, и змея ранена. Она дергается и извивается, пытаясь сбросить Джин Ву, но Джин Ву крепко держит ее. Он продолжает давить на шею змеи изо всех сил и в конце концов побеждает ее. После битвы он повышает свой уровень, и на его лице появляется улыбка. Он понимает, что все-таки стал сильнее, и забирает предмет, который получил в награду за победу. Это был кинжал, который в 2 раза прочнее его предыдущего меча и обладает эффектами паралича и кровотечения. Он также получил пузырек со змеиным ядом, и он думает, что его действие подавлено. Он получает уведомление о том, что подземелье будет перезапущено, так как он победил босса, и станция вернется в свое нормальное состояние. Джин Ву выходит, но никого поблизости не видит, и ему интересно, который час. К нему подходит солдат и спрашивает, почему он находится на станции и не слышал ли он объявления. Он видит меч Джин Ву и понимает, что он охотник. Он извиняется перед ним и говорит, что отведет его посмотреть на это зрелище. Джин Ву следует за мужчиной, гадая, что же произошло. Солдат рассказывает ему о побеге из подземелья и спрашивает, не выходили ли монстры. Солдат говорит ему, что большинство монстров были побеждены, за исключением гигантского волшебного зверя. Джин Ву почувствовал бы монстра на таком расстоянии и понял, что это босс подземелья. Огромный магический голем напал на охотников, в то время как полиция пыталась удержать граждан за баррикадой. Охотники делают все возможное, чтобы уничтожить голема, но их атаки недостаточно сильны, чтобы ослабить его, потому что у него высокая защита. Джин Ву прибывает на место и понимает, что присутствующие охотники не умеют работать в команде. Он также видит, что большинство охотников имеют низкий ранг, и битва затянулась только потому, что у них был танк, ранг которого был немного выше. Он смотрит на целителей и замечает, что 2 из них имеют ранг D и 1 ранг B. Целительницей ранга B является Чжу Хи, но она не помогает, потому что она ошеломлена. Коллега-целитель выводит ее из себя, чтобы она помогла,
но она все еще не оправилась от своей встречи с Богом. Она пытается создать круг исцеления, но теряет концентрацию, и он ломается. Джин Ву замечает это и сочувствует ей, но ему больше не страшно. Они столкнулись с монстром ранга D, который ниже того, с которым он только что столкнулся. Он засучил рукава, готовясь броситься в бой. Охотники вряд ли смогут продержаться долго, и они молятся, чтобы появился охотник более высокого ранга. Джин Ву знает, что он может победить монстра, если сможет сломать его защиту. Он решает нанести ему самый сильный удар. Он бросает свой меч с безумной силой, чтобы пробить защиту голема. Охотники используют эту возможность, чтобы победить голема. Танк удивляется, как они вдруг смогли победить голема, когда их атаки были неэффективны 2 недели назад. Он смотрит на меч Джин Ву и удивляется, как он смог победить голема, когда комбинация их атак ничего не дала. Он спрашивает солдата, который привел Джин Ву в поле зрения, кто бросил меч, и пытается показать танк, но Джин Ву исчез. Танк в ужасе от силы Джин Ву, и он задается вопросом, является ли Джин Ву охотником высокого ранга. Джин Ву сейчас выглядит намного сильнее, но он не думал, что сможет пробить защиту монстра всего одним ударом. Он думает, что его жизненная сила была низкой еще до того, как он ударил его. Когда он уходил, Чжу Хи заметила его. Медсестры в больнице Джин Ву сплетничают о том, как хорошо теперь выглядит его тело и какой он милый. Джин Ву делает утреннюю зарядку в своей больничной палате. Медсестры удивляются, когда он стал таким накачанным, что они всегда удивляются, когда он снимает одежду. Когда он впервые попал в больницу, он не был таким накачанным, но они заметили, что его фигура значительно улучшилась с тех пор, как он начал заниматься спортом. Они задаются вопросом, возможно ли в человеческих силах нарастить мышцы так быстро, как это сделал Джин Ву. Одна из медсестер постучала и вошла в палату Джин Ву, но была удивлена, увидев его без рубашки. Он извинился за то, что был без рубашки, а она извинилась за то, что застала его врасплох. Он пошел надеть рубашку, но медсестра не могла не восхититься твердостью его мышц. Она задается вопросом, всегда ли у него было такое хорошее телосложение, но Джин Ву спрашивает ее, что она хотела ему сказать. Она возвращается к реальности и говорит ему, что сегодня его день выписки. Она спрашивает его, не испытывает ли он все еще какого-либо дискомфорта, и он отвечает, что полностью выздоровел. Она говорит ему, чтобы он завершил процедуры выписки за стойкой, когда будет готов, и Джин Ву благодарит ее за заботу о нем. В утреннем выпуске новостей ведущий представляет Юна. Он один из 7 претендентов на звание чемпиона США с впечатляющим резюме. Она спрашивает его, на что похожа его жизнь вне миссии, и он говорит ей, что проводит тренировки, потому что ежедневные тренировки необходимы. Он говорит ей, что он бы заржавел, если бы не имитировал настоящие боевые действия. Она спрашивает его, не утомляет ли это его, и он отвечает ей, что привык к этому, так как раньше работал пожарным. Тогда он понимал, что малейшая ошибка может поставить под угрозу жизни его коллег. Джинна смотрит новости и вдруг понимает, что опаздывает. Она выбегает из комнаты и зовет Джин Ву. Он говорит ей, чтобы она была осторожна по дороге в школу. Джин Ву потирает свой живот, и Джинна не может не заметить его пресс под рубашкой. Она спрашивает его, занимался ли он спортом, и он рассказывает ей совсем немного. Она замечает разницу в росте между ними. Она спрашивает его, является ли увеличение роста также результатом его тренировок. Она идет, чтобы надеть свои школьные туфли перед выходом, но Джин Ву подходит и протягивает ей зонтик, который она забыла. Он дружески подталкивает ее к двери, и она прощается с ним. После того, как она уходит, Джин Ву идет в гостиную и занимается своими повседневными делами. Он выполнил все остальные, кроме бега, и решил заняться этим позже. Он смотрит на свою статистику и видит, что у него осталось нераспределенное количество очков. Он знает, что ему нужно достаточно сил, чтобы нанести урон. Но это будет бесполезно, если он не сможет поразить свою цель. Он также понимает важность показателей жизнеспособности и восприятия. Он решает распределить свои очки между силой, ловкостью и восприятием. Ему звонит домовладелец и спрашивает, не пора ли внести арендную плату. Домовладелец говорит ему, что он еще не заплатил арендную плату за этот месяц. Джин Ву говорит ему, что переведет деньги, и домовладелец ценит его ответ. Он говорит Джин Ву, чтобы он сам о себе заботился, и они заканчивают разговор. Джин Ву все еще не уверен, прошел ли он второе пробуждение, но теперь он может убивать гоблинов мгновенно, так что он должен зарабатывать достаточно, чтобы зарабатывать на жизнь. Он сидит на диване и просматривает открытые подземелья, которые он может очистить. Он знает, что ему нужно пройти подземелье высокого уровня, чтобы получить что-то значимое, но он не пройдет квалификацию из-за своего низкого ранга. Он задумывается о переоценке, которая даст ему более высокий ранг и поставит его в центр внимания. При повышенном внимании он сможет зарабатывать больше денег. Но он знает, что люди со вторым пробуждением встречаются редко, а охотников, чьи характеристики увеличиваются с повышением уровня,
уровня не существует. Он знает, насколько раздражающими могут быть СМИ, и решает отказаться от этой идеи. Он решает держать свои способности в секрете, пока не разберется в них лучше. Он получает уведомления на свой телефон и очень удивлен. Он тут же одевается и отправляется в какое-то место. Он выполняет свою ежедневную задачу и уже собирается получить награду, когда его окликает мужчина. Мужчина представился как Гон Сук, а Джин Ву представился ему. Мужчина выяснил, что он авантюрист ранга Е, и один из членов его группы узнал Джин Ву. Он сказал мужчине, что Джин Ву известен как самый слабый охотник. Один из его участников начал смеяться над прозвищем Джин Ву, но Гон Сок сказал им прекратить это. Он извинился за их поведение и спросил мужчину, может ли он присоединиться к ним и совершить набег на подземелье. Гон Сок сказал ему, что он может присоединиться к ним, чтобы наверстать упущенное. Он рассказал ему о требованиях для входа в подземелье и сказал Джин Ву, что он не получит никаких трофеев, но ему заплатят комиссионные. Он посмотрел на них и увидел 4 охотников ранга С и 2 охотников ранга D или ниже. Джин Ву спросил мужчину, что он будет делать, и тот сказал, что понесет их багаж с вещами. Джин Ву спросил мужчину, не взял ли он с собой целителя. Мужчина сказал ему, что такой частной команде, как его, трудно нанять целителя, но они всегда справлялись подобным образом. Хотя Джин Ву обеспокоен, мужчина вручает ему контракт. Он прочитывает его и видит, что сторона не несет ответственности за причиненный ему ущерб. Он подписывает документ, и к нему подходит другой охотник, который представляется как Джинхо. Он говорит Джин Ву, что он охотник ранга D, которого пригласили для подсчета очков. Джин Ву впечатлен его снаряжением и думает, что Джинхо из богатой семьи. Джинхо спрашивает Джин Ву, не слишком ли тяжелы сумки, но тот отвечает, что он прав. Он говорит Джин Ву, что ему не обязательно говорить так официально. Они подъезжают к воротам, но из-за того, насколько они огромны, они сомневаются, что на самом деле это ворота ранга С. Гон Сок сказал им, что исследователи присвоили подземелью ранг С. Джинхо интересуется, можно ли пройти через огромные врата, и Джин Ву говорит ему, что нужно соблюдать правила магического потока. Он говорит ему, что ассоциация измеряет поток и ранжирует врата. Врата с рангом В и выше обслуживаются крупными гильдиями, а те, что ниже ранга С, не очень опасны. Джинхо поражен тем, как много знает Джин Ву, и Джин Ву говорит ему, что он долгое время был охотником. Он признается, что впервые попадает в подземелье морского уровня, и Гон Сук приказывает своей группе следовать за ним. Они готовятся и входят в ворота. В подземелье темно, поэтому Гон Сук просит одного из своих членов зажечь свет. Он удивлен, что в подземелье нет ни монстров, ни света. В подземельях обычно есть светящиеся камни. Джин Ву помнит другое подземелье, в котором он побывал, где тоже царила кромешная тьма. Джин Хо спрашивает Джин Ву, что такое люминесцентные камни, и тот отвечает, что это светящиеся камни, которые обычно встречаются в подземельях, похожих на пещеры. Он говорит, что их можно найти на полу или потолке пещер, и они излучают свет. Джин Хо смущает обилие драгоценных камней, связанных с подземельями. Джин Ву говорит ему, что он привыкнет к этому. Они углубились в пещеру, и Джин Хо все еще удивлялся, что вокруг по-прежнему ничего не видно. Он спрашивает Джин Ву, может ли быть подземелье без монстров, и Джин Ву говорит ему молчать. Джин Ву внимательно прислушивается, и он слышит монстров вокруг, но они предпочитают оставаться скрытыми. Дон Сук приказывает своему отряду готовиться к битве. Джин Ву удивлен, что все монстры движутся вместе и устремляются к любому источнику света. Он говорит им, что это магический зверь, похожий на насекомое, и членам группы не нравится выступать против насекомых. Они смотрят на разные отверстия, пытаясь предсказать, откуда насекомые нападут. Всем им становится не по себе, когда звуки, издаваемые насекомыми, становятся все ближе. Джин Ву прислушивается к звукам насекомых и замечает их в отверстии над местом проведения вечеринки. Один из них открывает отверстие, и Дон Сок говорит им, что он привлечет насекомых, в то время как остальные нападают на них сзади. Джин Хо говорит Джин Ву оставаться рядом с ним, чтобы он был защищен. Дон Сок использует свое умение дразнить, чтобы привлечь к себе всех насекомых, а остальные участники группы нападают на насекомых. Джин Хо хочет поучаствовать в акции, но ему говорят оставаться в стороне. Один из участников использует свою самую сильную атаку, чтобы уничтожить множество насекомых, и группа продвигается вперед. Джин Ву впечатлен их командной работой, но он чувствует себя разочарованным. Они победили всех насекомых, и Дон Сук спрашивает Джин Ву, как он предсказал, откуда появятся насекомые. Джин Ву говорит, что это была его интуиция. Один из членов группы окликает Дон Сока, и они замечают, что насекомые были убиты чем-то, что их укусило. Они их мечи или магия. Они догадываются, что там может быть монстр, который охотится на насекомых. Джин Ву говорит Джин Хо быть осторожным, потому что его снаряжение очень дорогое. Несколько охотников тренируются в спортзале ассоциации, когда слышат громкий взрыв.
Некоторые удивляются, но один охотник говорит им, что это происходит, когда их гильдмастер тренируется. Они впечатлены его навыками, но Юн Хо считает, что этого недостаточно для разминки. Джин Ву рассказывает Джин Хо больше о подземельях и спрашивает Джин Ву, сможет ли он справиться с багажом в таком огромном подземелье. Джин Ву говорит ему, что он вполне может зарабатывать больше, не сражаясь, но у него возникают подозрения, потому что сделка слишком хороша, чтобы быть правдой. Он все еще переживает из-за того, что в группе нет целителя и им пришлось выдумывать монстров. Они находят все больше полумертвых насекомых и становятся еще более подозрительными. Они думают, что босс подземелья не за горами. Они вот-вот двинутся дальше, и Донг Сук просит своего сопартийца осветить пещеру. Они продвигаются вперед, пробираясь сквозь паутину, думая, что впереди находится комната босса. Они находят множество монокристаллов, которые могли бы сделать их миллионерами. Все мечтают о том, на что они могут потратить свое новообретенное богатство. Джин Хо просматривает контракт Джин Ву и говорит Донг Сук, что Джин Ву должен получить несколько кристаллов, так как они не считаются трофеями. Он говорит Джин Хо, что Джин Ву получит свою долю, как только они победят босса. Они должны передвинуть кристаллы, прежде чем победить босса, потому что ворота в подземелье закроются. Они решили воспользоваться этой возможностью, так как босс спит. Дон Сок попросил у своего подчиненного инструменты, но тот сказал, что оставил их в их машине. Дон Сок сказал Джин Хо и Джин Ву оставаться на месте, пока они не достанут инструменты для перемещения кристаллов. Джин Хо это не устраивает, но Дон Сок заверил его, что они в безопасности, потому что босс спит. Хотя для зачистки подземелья ранга С требуется 8 человек, Джин Ву помнит, как Дон Сок говорил, что они всегда зачищали подземелья 6 участниками. Он удивляется, почему нет постоянных игроков, которые могли бы восполнить нехватку. Когда они выходят из зала, Дон Сок приказывает одному из своих членов закрыть зал. Они закрывают зал, и Джин Хо понимает, что их предали. Джин Ву помнит, как Гун Хи рассказывал ему о людях, которые совершают подобные вещи, и им это легко сходит с рук, потому что в подземельях нет видеонаблюдения. Джин Хо пытался пробиться сквозь стену, но она оказалась слишком прочной. Босс подземелья просыпается и приближается к ним. Джин Ву почти чувствует себя беспомощным, но потом он вспоминает свою встречу с Богом и обретает уверенность в себе. Он говорит Джин Хо отступить, потому что он победит монстра. Он достает свой меч из инвентаря и идет вперед, чтобы встретиться лицом к лицу с